Верховный суд разъяснил, кого можно считать недостойным наследником. Очень полезное разъяснение сделала судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ по спору о том, кого можно считать достойным наследником, а кого – нет. Дело о наследовании – традиционно тяжелое не только в юридическом, но и моральном плане. Судебные баталии между родственниками из-за наследства – это всегда сложная дилемма. И часто даже не столько материальная или моральная, сколько юридическая. Это наглядно продемонстрировал анализ Верховным судом практически стандартного наследственного спора, когда дети-наследодатели посчитали его новую жену недостойной наследницей. Эта история случилась в Краснодаре. Там в районный суд обратилась с иском гражданка, с просьбой признать недостойной наследницей жену своего отца. В суде женщина рассказала, что отец завещание не оставил, и после его смерти за наследством по закону обратились его дети от предыдущего брака и нынешняя жена, точнее вдова. Но по мнению детей, от имени которых выступала одна из дочерей, вдова – недостойный наследник. Истица уверяла суд, что эта женщина никакого участия в уходе за тяжело больным мужем не принимала, вместе с ним не жила, общее хозяйство не вела, материальной помощи больному не оказывала, хотя он в этом нуждался. А позже, когда человек умер, она не участвовала в расходах на погребение. В подтверждение своих слов истица продемонстрировала в суде решение этого же районного суда о взыскании с жены в пользу мужа крупной суммы. А еще в дело истица положила справку из полиции, где муж жалуется на жену, что она украла у него собаку и 5000 рублей. Выслушав истицу и рассмотрев доказательства, Прикубанский районный суд истице отказал. Та пожаловалась в краевой суд. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда районный отказ был отменен, и по делу принято новое решение – признать вдову недостойной наследницей и исключить ее из числа наследников. Теперь в Верховный суд РФ обратилась вдова, не согласная с таким вердиктом. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ ее доводы изучила и посчитала их справедливыми. Вот анализ дела, сделанный Высоким судом. Гражданин заключил брак, а спустя 3 года отправил мировому судье просьбу о расторжении этого брака. До суда истец не дожил, спустя 2 месяца он умер. Завещание покойный не оставил, поэтому с заявлением о принятии наследства по закону к нотариусу обратились 3 его детей и вдова. Районный суд, отказывая дочери в признании вдовы недостойной наследницей, записал, что ее доказательства не свидетельствуют о наличии правовых оснований для признания ответчика недостойным наследником. Напомним, что о недостойном наследнике говорится в статье 1117 Гражданского кодекса. Краевой суд, когда отменял это решение районных коллег, наоборот, посчитал доказательства истицы достаточными, чтобы отстранить ответчицу от наследования ввиду ее злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя. Вот с этим решением и не согласился Верховный суд РФ. По статье 1117 ГК никогда не станут наследниками ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя или его наследников, пытались признать наследниками их самих или получить больше, чем им положено. Но эти действия должны быть подтверждены решением суда. В подтверждении своих слов Высокий суд привел и специальный пленум Верховного суда от 29 мая 2012 года Н9, на котором разбирались спорные вопросы дела наследствия. Там также говорили о недостойных наследниках. И было подчеркнуто противоправные действия против наследодателя, или кого-то из наследников, или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, все это основания для утраты прав наследования. Но если эти действия умышленные, причем мотивы или цели этих действий значения не имеют, суд отстранит наследника по причине, что тот не содержит наследодателя, только при доказанности факта, что человек злостно уклонялся от своих обязанностей. Противоправные действия против последней воли наследодателя – это, к примеру, подделка завещания, его уничтожение или хищение, принуждение наследодателя отменить или исправить завещание, попытки заставить наследников отказаться от наследства. Но вот что главное, все перечисленное в 1117 статье Гражданского кодекса о недостойном наследнике будет работать, если тому есть подтверждение в судебном порядке. Это может быть решение суда по гражданскому иску, например, о признании недействительным завещания, сделанного под угрозой или насилием, или приговор по уголовному делу. На пленуме, о котором уже говорили, подчеркнута следующая мысль. Если рассматривается требование об отстранении гражданина от наследства по закону, то суды должны учитывать, что требования по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых будет основанием для отстранения, должны подтверждаться алиментными обязательствами членов семьи, установленными Семейным кодексом.
То есть между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами, отчимом и мачехой. Проще говоря, если речь идет о том, что человека при жизни не содержали, то обязанность по такому содержанию должна быть установлена судом, точнее решением о назначении алиментов. А злостный характер таких действий в каждом случае должен определяться с учетом продолжительности и причин неуплаты. Суд отстранит наследника по причине, что тот не содержит наследодателя только при доказанности факта, что человек злостно уклонялся от своих обязанностей, и это надо подтвердить решением суда о назначении алиментов, справкой от приставов, что есть долг, и другими подобными доказательствами. Также доказательством злостного уклонения будет то, что плательщик алиментов скрывал свой настоящий заработок, чтобы платить меньше, сменил ради этого работу или место жительства. В нашем случае краевой суд, не соглашаясь с решением районных коллег, установил следующие обстоятельства. Мировой суд рассматривал иск покойного о расторжении брака. Это было в декабре. Жена попросила дать срок для примирения, что судья и сделал, отложив дело на месяц. Но спустя 2 недели супруга госпитализировали в реанимацию. Свидетели со стороны детей рассказали, что жена там его не навещала. Из этого апелляция сделала вывод, что срок для примирения супруга попросила, чтобы потянуть время и стать наследницей. Из материалов дела видно, что муж писал в полицию на супругу жалобу и обращался в суд с иском по договору займа. Этот иск был удовлетворен. Дочь покойного считает, что супруга отца специально попросила у него денег взаймы, чтобы уменьшить наследственную массу. Из этого краевой суд сделал вывод, что вдова – недостойный наследник. Но, по мнению Верховного суда, действия вдовы не подпадают под статью о недостойном наследнике. Заявление супруги отложить суд и дать время для примирения никак не может быть доказательством умышленного противоправного действия, чтобы стать наследницей. Жалоба покойного в полицию на жену вообще не имеет правового значения для этого спора, так как в ответ полиция отказала в возбуждении дела. Решение районного суда о выплате долга по договору займа также не доказывает наличие умышленных действий вдовы, чтобы сделать наследство меньше. Ведь о возврате долга есть вступившее в силу решение суда, а по Гражданскому кодексу, статьи 1110 и 1112, требование возврата долга переходит по наследству. Следовательно, объем наследства не изменился. Требуя признать вдову недостойной наследницей, дочь покойного сослалась на пункт 2 статьи 1117 Гражданского кодекса. По этому пункту, подчеркнул Верховный суд РФ, стать недостойным можно лишь при злостном уклонении от исполнения установленной судом обязанности по уплате алиментов. Такое решение в нашем случае вообще не принималось. В итоге Верховный суд отменил решение краевого суда как неправильное и признал решение районного правильным и законным.